Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я вам предлагаю выполнить браслет из квадратов. Мы выполняли в прошлом видео серьги и кулон. И я надеюсь, что этот браслет дополнит комплект. Браслет плетется в 2 иглы и в 1 ряд. Это приятно, быстро растет само плетение и немного времени занимает этот браслет. Можно сделать его так, как я, в 1 ряд. Я захотела, чтобы он был ажурным. А можно, если у вас есть ресурсы, сделать еще вторую сторону и соединить, так как мы соединяли в прошлом видео, блоки вместе, чтобы этот браслетик был объемным. В любом случае и одинарный, и двойной браслет смотрится великолепно. Если вам нравится браслетик, присоединяйтесь и выполним его. Для браслета берем тот же набор бисера, что и для сережек и кулона. Бусинный рис 7 мм, чешский золотой бисер номер 10 и бисер 2 мм, белый перламутровый. И для начала набираем на нить 4 белых перламутровых бисерины, замыкаем их в колечко и получаем крестик. Набираем золотая, рис золотая и бисер 2 мм на одну иглу, и на вторую золотая, бусина рис и золотая. И перекрещиваем иголочки в белой перламутровой бисерине, оформляя первую сторону квадрата. Я повторяюсь для того, чтобы сделать кое-какие поправки и изменения. Дальше мы делали крестик и меняли вершину. Но можно не менять вершину, а сразу задать направление и прийти в ту вершину, которая нам будет нужна. Так как крестик состоит из 4 бисерин, одна у нас есть, нам нужно 3. Поэтому мы на одну иглу набираем 1 белую бисерину, а на вторую 2. И перекресток мы делаем там, где одна, в одной бисерине, и у нас вершина сразу будет сбоку. Сразу повернули и задали направлению нужный нам тон. Сделали вторую сторону, и третья сторона у нас должна лежать параллельно первой. Поэтому у нас вершина должна идти в данном случае в левую сторону. И мы также должны набрать на одну иглу 1 бисерину, а на вторую 2. И сделать перекресток в той бисерине, где одна. Также делаем остальные стороны квадрата. И последняя сторона мы перекрещиваем нити в боковой вершине первого крестика. Подтягиваем и каждой иголочкой по бисеринкам проходим верхнюю вершину. Одной иглой и также второй. Переходим к следующему квадрату. Для этого делаем соединительный крестик. На одну иглу набираем 1 бисеринку беленькую, а на вторую 2. И там, где одна, в ней перекрещиваем иголочки. Получилась боковая вершина, из которой выходят нити в разные стороны. Если вот так смотреть, то вверх и вниз. И теперь мы новый квадрат будем начинать с нижней горизонтальной стороны. Для этого иголочкой, которая идет вниз, мы проходим золотая, рис, золотая. И набираем 1 белую бисерину на эту иглу. А вторую иголочку мы на нее набираем золотая, бусина рис, золотая. И в этой белой бисерине нижней иглы перекрещиваем наши иглы. Все стороны квадрата состоят из 2 бусин рис.
И соединяя квадраты вместе в нашем плетении, мы в горизонтальной стороне квадрата добавляем бусинный рис по одной. Вот мы одну добавили. Теперь нам нужно с этой стороны сделать соединительный крестик. Иголочкой, которая внизу, проходим боковую сторону первого квадрата крестика. Вот так. И набираем на эту иглу 2 белых бисерины. А второй иголочкой в одну из этих бисерин, в последнюю, проходим и делаем перекресток, чтобы у нас получился соединительный крестик 2 квадратов. И нити у нас выходят из нужной нам вершины. Набираю на левую иглу 2 бисеринки белые, а на правую 1. И делаем перекресток в бисерине одной. Я вот так поверну, чтобы мне было удобно, я правша. И у нас получается новый крестик. И вершина получается по направлению нашего плетения. И снова, чтобы добавить бусину рис одну, мы левой иглой проходим золотая, бусина рис золотая, а на правую добавляем золотая, бусина рис золотая. И набираем одну белую бисеринку, делаем в ней перекресток. И начинается новый крестик. Дальше также мы проходим боковую грань предыдущего крестика. Набираем на эту же иглу 2 белых бисерины, а второй иглой проходим в последнюю из 2. И у нас нижняя сторона нового квадрата завершена. Можно теперь повернуть, и чтобы было удобней, и делать новую сторону. Стороны второго квадрата делаются так же, как и первого. И когда делаете крестик, не забывайте, что нужно поменять направление вершины. Вот я на одну иглу, на левую набрала 1 белую бисерину, на вторую 2. И там, где 1, перекрещиваю иголочки. И у нас снова нити выходят с нужной нам вершины в нужном направлении. Если кому неудобно, можно просто делать крестик, чтобы не ошибиться. Но потом, как мы и в кулоне, возвращаться в нужную нам вершину по бисеринкам. Также делаем 2 остальные стороны этого квадрата. И последняя сторона этого квадрата мы замыкаем круг, замыкаем этот квадрат, перекрещивая иголочки в нижней вершине крестика, вот так. И теперь каждой иглой нам нужно пройти по бисеринам вверх. Я прохожу золотая, рис золотая, нижняя вершина крестика, вот так. И второй иглой золотая, рис золотая и в вершину крестика с другой стороны. Теперь по бисеринкам проходим в верхнюю вершину этого крестика каждой иголочкой.
И у нас два квадрата сделаны, соединены вместе. И дальше продолжаем так же, как второй квадрат. Делаем соединительный крестик для следующего квадрата и бусинный рис в горизонтальном положении, в горизонтальной стороне по одной, по очереди делаем и продолжаем так плести до необходимой длины браслета. Я проплела 8 квадратов и закончила с этой стороны, застежку прикрепила, колечко. И так как вертикальных бусин рис у нас по 4 между квадратами, я также и закончила, добавив одну сторону со следующего квадрата, чтобы было тоже 4 вертикальных бусины. Поэтому с этой стороны тоже нужно сделать еще 2 вертикальных бусины рис. Вторая сторона браслета у нас чистая, нитей нету, так как мы плетем в 2 иглы и с нее начинали плетение. Поэтому мы берем в крестик, в верхнюю его вершину, проводим иглу нити, на которую мы одели снова 2 иглы, где-то полметра я взяла. 2 бусины я добавила, и теперь можно прикреплять застежку. Ниточки, которые выходят из последней бисерины, мы проводим нижнюю ниточку, проводим в бисеринку бокового звена крестика с этой стороны. И теперь опускаемся: золотая, бусина, золотая, проходим на другую сторону, теперь в боковую бисерину последнего крестика с этой стороны и проходим золотая и бусина рис. С этой стороны золотую пока не трогаем. И второй иглой мы проходим верхняя вершина крестика, боковая, нижняя и проходим золотая бисерина и бусина рис. Тоже золотую с этой стороны не трогаем. И теперь у нас 2 нити выходят из последней бусины рис. На иглу набираем 3 золотых, застежка с колечком и 3 золотых. И проводим эту иглу в бусину рис с другой стороны. Подтягиваем, и у нас получается петелька. Второй иголочкой прошла по этой петельке еще раз и тоже вывела в бусину. Но у нас расстояние здесь получается между 2 золотыми. Поэтому я прохожу одной иглой еще раз, набирая 1 золотую. 1 золотая. Теперь 6 наших бисерин. Снова 1 золотая. И проводим теперь иголочку в бусину рис и золотую, которую мы набирали самую первую в плетении. Вот так. Подтягиваем, и у нас все заполнено, и нет
никаких пробелов между золотыми бисеринами. И второй иглой пройду по этим всем бисеринам, выйду в бусину и сделаю узелки и обрежу ниточки. И браслетик будет готов. Если вам понравился браслет и плетение, присоединяйтесь. Приглашаю, кто не подписан. И до встречи в новом видео.